Ребят, всем привет и добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress. Сегодня я хочу вам рассказать о 3 компонентах эффективного изучения языка. И не только языка, потому что я считаю, что вот эти 3 компонента, они применимы также к любому другому навыку. То есть, будь то научиться танцевать, петь, не знаю, там, кататься на велосипеде. То есть, все что угодно, чтобы научиться этому, нужны вот эти 3 вещи, о которых я хочу вам сегодня рассказать. Вот, но для начала немножко обновлений. Я неделю не публиковал подкаст, потому что я немножко отдохнул, немножко расслабился. Сейчас я нахожусь в Паттайе. Это город на юге Таиланда. И здесь я еще буду несколько дней, потом поеду в другой город, тоже в Таиланде, и потом вернусь уже в Россию. Вот, да, и сегодня я решил поговорить на тему изучения вообще, в принципе, не только языков, потому что последнее время я рассказываю о своих впечатлениях с путешествий, и это превращается в такой travel подкаст, travel блог, да, вот, поэтому, я просто очень люблю путешествия, и мне нравится делиться своими мыслями с вами. Итак, и да, прежде чем мы перейдем, хочу сказать, что на сайте russianprogress.com вы найдете список сложных слов, переведенные на английский. Вот, и на Патреоне, если вы хотите поддержать проект, заходите на Patreon, и там вы найдете этот подкаст в формате видео. Видео вам позволит, возможно, еще лучше понять то, о чем я говорю, потому что я использую мимику, использую какие-то жесты, и видео, конечно, проще понимать. Итак, еще одна вещь, это то, что, возможно, вот эти 3 вещи, то есть есть Стив Коффман. Стив Коффман — это полиглот, один из самых популярных, знаменитых полиглотов на Ютубе. И, по-моему, он тоже об этом говорил. Вот, я как бы этого не скрываю, то есть, возможно, у нас сойдутся вот эти пункты. Я просто не помню точно, о чем он говорил, но у него, по-моему, было как минимум два из этих компонентов. Вот, так что да, теперь можем начинать. Итак, первая вещь, которая нужна, чтобы овладеть новым навыком, чтобы выучить иностранный язык, чтобы научиться игре на гитаре, чему угодно, это мотивация. Конечно же, это мотивация, потому что если вы хотите заниматься чем-то, это просто какой-то импульс, то есть вы увидели, ничего себе, чувак играет на гитаре, я тоже хочу, то это не самая лучшая мотивация. Скорее всего, вы начнете, вы поиграете неделю-две, потом у вас начнут болеть пальцы, и вы перестанете играть. Поэтому нужна более какая-то сильная, весомая мотивация. То есть самая лучшая мотивация, на мой взгляд, это интерес. Это просто вам интересно то, чем вы занимаетесь. То есть, например, в изучении языка лично у меня главная мотивация — это интерес к стране. То есть мне интересна эта страна, мне интересна ее культура, я хочу узнать ее историю, традиции, я хочу пообщаться с людьми на этом языке. И поэтому я изучаю язык. То есть у меня никогда не было такого, что может, в школе и было, что я изучаю язык, чтобы изучать язык. То есть нет, я изучаю язык, чтобы потом общаться с людьми, чтобы узнать о культуре и, в общем, понимать контент на этом языке. Литература, музыка, фильмы и так далее. Вот, поэтому интерес — это самое главное. Если вам интересно то, что вы делаете, это уже хорошо, все отлично. Вам будет гораздо проще, и будет процесс изучения гораздо более эффективным. Если же нет, попытайтесь, если касается языка, то попытайтесь найти темы, которые вас интересуют на этом языке, и просто смотрите, слушайте и читайте этот контент. Вот и все. То есть в этом-то и суть проекта Russian Progress, то что я пытаюсь вам дать какой-то интересный материал, и чтобы вам было интересно заниматься, и чтобы это было эффективно.
Почему? Потому что, это в принципе логично, что если вам не интересно, вы не хотите этим заниматься, то есть у вас сразу негативный настрой, у вас сразу отторжение от этого. И в обратную сторону, если вам интересно, то вам гораздо проще запоминать и слова, и грамматику, и все, что касается языка, произношения, потому что вы хотите это узнать, вам это интересно. И вы, опять же, больше времени проводите за изучением языка, потому что это доставляет вам удовольствие, вам это интересно. Я знаю, что на начальном этапе изучения языка это не всегда интересно, но достаточно лишь пройти вот этот базовый какой-то курс, и потом уже использовать такие настоящие аутентичные материалы. Вот. Идем дальше. Второй пункт – это внимание. Внимание – это очень важная вещь, что касается изучения, да, то есть если вы хотите эффективно учиться, то есть опять же я здесь говорю об эффективном изучении, то есть можно еще учиться не совсем эффективно, и тогда, то есть вы придете, возможно, к результату, но не так быстро. Но если вы хотите максимально быстро прийти к результату, то внимание – это просто наиважнейшая вещь. То есть, приведу вам пример. У меня вот были некоторые ученики, которым я преподавал, там, допустим, французский, и мы занимались, мы вместе переводили текст, слушали подкаст, переводили текст, и я объяснял какую-то грамматику, то есть как работает язык, какие-то окончания и так далее. И это все детали, это все важно, то есть важно обращать внимание на это, потому что язык, он состоит из деталей, из тысячи деталей. И, соответственно, если ты не обращаешь внимания, то постоянно из урока в урок ты повторяешь одно и то же. Ты как бы в любом случае будешь повторять, но если ты не обращаешь внимания, если ты не сосредотачиваешься достаточно на каких-то правилах, на том просто, как устроен язык, да, то есть просто не пытаешься это понять, то тогда тебе придется гораздо дольше повторять одно и то же. То есть вместо того, чтобы уже идти дальше, ты повторяешь одно и то же из занятия в занятие, и, соответственно, процесс изучения, он растягивается на месяцы и годы. Вот, поэтому что нужно делать? То есть, когда вы слушаете подкаст, например, пытайтесь вслушиваться в каждое слово, пытайтесь слышать окончание. Если вы не знаете, почему так, то загуглите, посмотрите, почему здесь такое окончание, почему такой падеж. То есть нужно обращать внимание на детали. Вот внимание — это просто наиважнейшая вещь. Опять же, я уже повторяюсь, но если мы возьмем, например, обучение какому-то танцу, да, то там, опять же, тоже ты смотришь на то, как двигается человек, твой преподаватель, например, и тебе нужно повторять. Он тебе говорит: нет, смотри, нужно делать по-другому. И вместо того, чтобы повторять то, как ты раньше делал, тебе нужно изменить, тебе нужно обратить внимание: так, здесь как-то немножко по-другому он делает, и тебе тоже нужно сделать по-другому. В общем, мелочи — это наше все. Но опять же, не нужно переусердствовать, не нужно как бы сходить с ума и все запоминать. Нет, речь не идет о том, что нужно все сразу запоминать. Нужно приложить максимум усилий на то, чтобы вот в данный момент, когда вы слушаете подкаст, услышать каждое слово. Услышать каждое слово, обратить внимание на каждое окончание, на каждое время, не знаю, на какую-то грамматику. То есть именно вот так и изучается язык естественным способом. То есть когда ты действительно обращаешь внимание. И это касается и лексики, и произношения, всего. То есть если вы хотите улучшить произношение, то вам нужно очень внимательно слушать, как произносят люди, носители языка, то или иное слово или звук. И теперь мы переходим к финальному третьему пункту. И это тоже важная, очень-очень важная вещь. Это повторение, повторение, повторение. Как говорится на русском, повторение — мать учения. То есть это очень важно именно повторять. Повторять то, что вы делаете, повторять то, что вы читаете, слушаете по много раз. Таким образом, вы те вещи, которые в первый раз не услышали или которые вы не совсем хорошо поняли,
вы поймете еще лучше. То есть вы заполняете пробелы таким образом каждый раз, то есть вы узнаете все больше и больше и больше. И помимо того, что вы узнаете что-то новое, вы еще и закрепляете старое. Даже если вы первый раз какую-то фразу уже знаете, ее поняли, перевели, слушая ее второй раз, третий, четвертый, пятый, она вам настолько врежется в память, что у вас просто на автомате она будет вылетать изо рта. Вот. То есть вы просто будете легко ее произносить и даже не будете об этом задумываться. Вот. Повторение очень важно во всем, то есть это касается тоже игры на музыкальном инструменте, то есть чтобы вам хорошо сыграть, вам нужно одну и ту же мелодию сыграть по много раз. Чтобы вам хорошо понимать подкаст, вам нужно послушать его много-много раз. Один и тот же эпизод. Да, я понимаю, что это, возможно, скучно, но именно поэтому нужно использовать интересные материалы. То есть, видите, все это взаимосвязано. И опять же, если вы будете слушать и не обращать внимания, то есть, если вы будете много-много-много повторять и не обращать внимания, это, конечно, будет нести положительный эффект, но не настолько будет эффективно. Многие вещи у вас будут просто, и вот сейчас новое выражение, пролетать мимо ушей. То есть пролетать мимо ушей означает, что вы не будете на это обращать внимание, и это будет впустую, эта информация. Вот, таким образом, в изучении языка, в приобретении любого навыка важна мотивация. Лучшая мотивация – это интерес. Потом важно внимание, обращать внимание на то, что вы делаете, чтобы с каждым разом все меньше и меньше становилось вот этих непонятных каких-то вещей, непонятных каких-то нюансов. То есть язык — это и все. Любой навык — это огромное количество нюансов. И когда вы каждый нюанс по чуть-чуть разбираете, то в конечном счете в языке наступает момент, когда этих нюансов становится, совсем немного. То есть большинство диалогов, большинство каких-то контекстов вам будут понятны, вы легко сможете общаться на эти темы, и будет иногда какое-то слово, которое вы не будете понимать, но оно не ключевое, то есть это уже просто более продвинутый уровень. Поэтому вот важно обращать внимание. И последнее — это повторять. И самый легкий способ повторять в изучении языка — это просто слушать. Поэтому призываю вас слушать, повторять вот эти все видео, подкасты, все, что я публикую, весь этот контент по много раз. Таким образом вы гораздо быстрее и эффективнее достигнете уровня, который вы хотите в русском языке. И да, на этом все. Спасибо, что слушали. Если вам понравился этот выпуск, то дайте мне об этом знать в комментариях на сайте. Ссылка будет где-то вы в описании этого выпуска найдете ссылку на сайт, на Patreon, где можно поддержать проект. И также еще, если вы хотите заниматься русским языком, если вы хотите практиковать говорение, потому что слушать и читать — это, конечно, важно, но также важно и воспроизводить то, что вы учите, то вы можете записаться на занятия со мной. Ссылка тоже будет в описании. На этом все. Хорошего вам дня, вечера, ночи и услышимся. Пока.